Ох, друзья, всем привет! Пальцы стерла, перчатки пожелтели, но надеюсь, что все это во благо. Перед вами самый нежный, бархатный, тающий во рту морковный торт. Вся изюминка этого торта заключается именно в бисквите. Если он будет сочным, мягким, действительно вкусным и приятным, то и сам торт выйдет именно таким. Поэтому я постаралась, вывела рецептуру, которую считаю самой идеальной и неповторимой. Выпекать бисквит можно как в круглой форме, так и в противне. Можно собрать из него вкуснейший торт просто с кремом или с начинками. А можно подать к чаю в виде пирога, полив сверху карамелью или присыпав пудрой, поскольку бисквит настолько самодостаточен, что даже не нуждается в кремах и начинках. Ну и про них я, конечно же, расскажу. В общем, все по порядку. Поехали! Вот основной набор ингредиентов для морковного бисквита. Морковь нужно натереть на самой мелкой терке. А вот дополнительные ингредиенты, которые можно совсем не использовать или использовать выборочно. Их исключение никак не повлияет на выпекание бисквита. Не любите корицу – не добавляйте. Нет орехов – готовьте без них. Вместо апельсина дома лимон – пожалуйста. Я же буду использовать весь представленный букет. В сухие ингредиенты добавляем пряности. Тщательно перемешиваем. В яйца добавляем соль, сахар и взбиваем на максимальной скорости до рисунка. Посуда, как обычно, должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Вливаем растительное масло. Перемешиваем миксером на минимальных оборотах секунд 20. Далее просеиваем все сухие ингредиенты. Перемешиваем. Добавляем частичку осени, цедру, морковь и орехи, у меня грецкие. И перемешиваем до полной однородности. Посмотрите, как аппетитно объединяются ингредиенты. Сочетание цветов и вкусов просто невероятное. Тесто получается очень воздушным, приятным и ароматным. Выпекать тесто нужно одновременно в двух формах диаметром 20 см. Но раз я показываю все, сразу и проверю, может ли тесто подождать своей очереди. Делю тесто пополам и выпекаю первый бисквит при температуре 170 градусов 27 минут. После приготовления кверху дном бисквит не переворачиваю, он очень мягкий и нежный, может выпасть и порваться. Тем временем выпекаю второй. Тесто к этому моменту начало изрядно пузыриться и надуваться. Что получаем? Первый бисквит вышел прекрасно, высота примерно 3,5 см, бисквит очень мягкий, воздушный и легкий. Второй бисквит оказался ниже, суше и плотнее. Итог: если у вас нет второй формы, замешивать тесто нужно непосредственно перед выпеканием. И самое важное, влажность бисквиту придает не только масло, но и морковь. Если передержать бисквит в духовке лишние 3-5 минут, то влага из моркови начнет испаряться и бисквит будет суше. Потрогайте бисквит рукой, если сверху он схватился, сильно не продавливается, доставайте. Подходящие кремы для прослойки. Это творожный, чиз, сметанный или тот самый бюджетный из кефира. Я готовлю крем-чиз на сливках. Объединяем сыр, пудру и сливки и взбиваем до стабильного состояния. Сахарной пудры я беру меньше, чем обычно, так как начинки, которые я буду использовать в торт, достаточно сладкие. Подходящие начинки. Это любой цитрусовый курт, соленая карамель, начинки из облепихи. Готовим апельсиновый курт. В апельсиновый сок добавляем сахар с цедрой апельсина, кукурузный крахмал, перемешиваем. Добавляем яйцо. Вмешиваем его до полной однородности. Затем завариваем смесь до загустения. Вы можете сварить мандариновый или лимонный курт. Полное отдельное видео со всеми этими начинками есть на канале, ссылка будет в описании. Добавляем сливочное масло. Перемешиваем. Процеживаем курт через ситечко, накрываем пленкой в контакт и оставляем остывать до комнатной температуры. Дальше карамель на молоке. В посуде с толстым дном топим сахар до полного растворения. Огонь средний или чуть меньше среднего. Периодически потряхиваем посуду, чтобы сахар нагревался равномерно. Когда увидели, что сахар на дне начал таять, уменьшаем огонь и помогаем ему лопаткой раствориться полностью. Дальше добавляем сливочное масло комнатной температуры, интенсивно перемешиваем. Когда ингредиенты объединятся, вливаем теплое или горячее молоко.
Мешаем быстро, но аккуратно. Жар будет очень сильный, будьте осторожны. В конце добавляем соль, перемешиваем и убираем с огня. Даем остыть до комнатной температуры. Полное видео про карамель со всеми нюансами на молоке, на сливках разной жирности есть на канале, ссылка будет в описании. Собираем торт. Как я говорила ранее, выбор делаете вы сами. Либо просто готовите один крем и прослаиваете им коржи, либо дополняете торт аппетитными начинками. Здесь и аромат пряностей, полезная и яркая морковь, любимые орехи, невероятная соленая карамель и нежная апельсиновая начинка. Торт получается не приторным, карамели в начинке немного, количество сахарной пудры в креме убавлено, баланс присутствует. Ну все, пора расслабиться, заварить себе чай, почувствовать осень и наслаждаться этим необычайным тортом. А вам советую бегом идти на кухню чистить морковь. Удачи вам и хорошего настроения. Пока-пока!